Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вот такие вот вкусные масляные булочки с выраженным сливочным вкусом. Я покажу, как я делаю слоеное дрожжевое тесто, а также я покажу, как я формирую такие симпатичные булочки. Для этого теста нам понадобится 140 мл молока, это чуть больше, чем полстакана. Молоко обязательно должно быть теплой комнатной температуры. Также в молоко нужно будет добавить одно яйцо, все хорошенечко взболтаем. Также добавим пакетик дрожжей, это у меня 5 грамм. И сюда же я добавлю пакетик ванильного сахара. Это опционально. Все хорошо перемешиваем до полного растворения дрожжей и сахара. Сюда же добавим 50 грамм сахара, это получается 4 столовые ложки без горки. И буквально 3 грамма соли, это пол чайной ложечки. Все хорошенько перемешиваем. Ну и конечно же мука. Общее количество муки в этом рецепте 300 грамм. У меня это получилось 2 полных стакана без горки и еще примерно четверть. Четверть я сохраню и буду использовать по мере необходимости, подсыпая под тесто. Замешиваем тесто. Тесто на данный момент выглядит так, как будто в нем чего-то не хватает. Оно выглядит суховатым, тугим. Но так и должно быть. Помните, что мы делаем дрожжевое слоеное тесто, поэтому впереди мы будем добавлять еще масло. А на данный момент тесто нужно хорошенько вымесить. Я тесто вымешивала в чашке минут 5, оно буквально собралось в комочек и все еще выглядит суховатым и твердым. Выкладываю тесто на стол и немножко его приплюсну. Теперь в серединку нужно будет выложить 30 грамм сливочного масла. 30 грамм это 2 столовые ложки. Масло обязательно должно быть очень мягким, комнатной температуры. И еще кусочек масла, еще 1 столовую ложку, то есть 15 грамм я оставлю на потом. Начинаем вымешивать тесто. Тесто сначала будет расслаиваться, и масло будет просто вылезать со всех сторон. Ничего страшного в этом нет. Да, масло будет на столе, но оно потом соберется в комочек вместе с тестом. Продолжаем вымешивать. Подсыпаем сохраненную муку по необходимости. Весь процесс замеса теста занимает минут 5-10. Еще раз хочу напомнить, что общий вес муки в этом рецепте 300 грамм. Больше добавлять не нужно, иначе тесто забьется и булочки станут плотными и очень сухими. Тесто получается очень мягкое, эластичное, оно совершенно не липнет к рукам. Тесто я укладываю в чистую чашку, я ее даже ничем не смазываю, у меня там нет муки, совершенно ничего. И отправляю тесто на расстойку, оно должно постоять минут 30. Стол я присыплю немного мукой и выложу подготовленное тесто на стол. Посмотрите, как оно легко отстает от стенок чашки, совсем не липнет. Скалку я тоже смажу мукой и начнем раскатывать тесто. Тесто нужно будет раскатать достаточно тонко. Нужно будет сформировать такой достаточно большой прямоугольник. Тесто очень мягкое и эластичное. Оно легко поддается формировке. Смотрите, как легко его можно поднять, перевернуть. Оно совсем не липнет к столу. Продолжаем раскатывать тесто. Здесь я немного подтягиваю края, формируя углы будущего прямоугольника. Тесто почти готово. Помните, мы отложили буквально столовую ложку сливочного масла в сторону. Вот как раз сейчас оно нам и понадобилось. Абсолютно легко это делается рукой. Никаких ножей, лопаток, специальных приспособлений здесь не нужно. Рукой хорошо контролируется слой масла, он должен быть очень тоненький, практически незаметный. Вот так. Теперь мысленно делим наше тесто примерно на 3 части. 1/3 поднимаем с одной стороны, укладываем ее в серединку, и другую треть поднимаем снизу и укладываем ее сверху на оставшиеся слои. Выравниваем края со всех сторон. Чем лучше мы выровняем все, тем красивее будут наши булочки. Теперь нужно разделить тесто на части. Сначала я его режу пополам, потом на 4 кусочка, потом каждый кусочек снова пополам, формируя 8 кусочков, и потом 8 кусочков мы тоже все делим пополам, в итоге у нас получается 16 полосок. А готовых булочек в итоге у нас получится ровно 8. Формируем булочки следующим образом. Нам понадобится для одной булочки 2 полоски. Их нужно сложить вместе и вот так немножечко растянуть. Тянуть нужно очень аккуратно, чтобы не порвать и чтобы полоски были равномерны со всех сторон. Завязываем получившийся жгутик узелком. Получается вот такая симпатичная пухленькая булочка. Покажу еще раз более медленно. Складываем 2 полоски вместе, растягиваем их, скручиваем в жгут
и завязываем в узелок. Если есть необходимость, то нужно и подправить и края перед тем, как булочка пойдет на расстойку. Вот такой узелок должен получиться. Как я и говорила, получается 8 булочек. Накрываем булочки и отправляем их растаиваться примерно на 1 час в теплое место. Мои булочки уже постояли, смотрите, как они увеличились в размере, стали примерно в 2 раза больше. Теперь самое время смазать их яйцом, и дополнительно я их сверху еще посыпаю сахаром. Это на ваше усмотрение, если вы хотите, чтобы они были более сладкие. Булочки выпекаем при температуре 180 градусов всего 15 минут. Все ингредиенты для этого рецепта вы видите сейчас на экране, а также я поставлю их в описании под видео. Эти булочки особенно хороши в теплом виде, с кофе, с чаем или с молоком. Попробуйте приготовить!